Федеральная антимонопольная служба объявила вне закона рекламу на нежелательных площадках, доступ к которым ограничивается в России. В частности, имеется в виду YouTube и Telegram. Пока это еще мнение одной из служб, и формально ничего не запрещено. В общем-то, формально и не блокируется пока YouTube и Telegram. Но дело явно идет к этому. Если вспомнить здесь и анонс блокировки Телеграма с 1 апреля, то перед нами вырисовывается конкретная картина. Государство собирается прихлопнуть блогосферу как явление. И с точки зрения технической, и гораздо важнее, с точки зрения коммерческой. Нежелательные платформы — это весь интернет, где существует какая-то жизнь. Именно эту жизнь государство стремится оставить без денег. Поговорим о том, как это все работает, а главное, зачем государство так последовательно превращает интернет в телевизор. Еще попробуем подсказать в самом конце, что с этим можно попробовать сделать, если вы блогер. Но прежде чем начнем, напомню. В описании вы найдете нашу инструкцию, как вернуть себе нормальный интернет в России для просмотра хотя бы. Инструкцию мы актуализируем, а спонсирует это дело MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, с которых можно расплачиваться криптой, как обычными деньгами. Ссылка на сервис в описании. Главное доказательство невероятной силы телевидения — реалити-шоу. Взять тот же «Дом-2» и его первые золотые годы. Участниками этого шоу были люди, буквально набранные с улицы. Почти никто из них никогда раньше не был связан с шоу-бизнесом. Большинство участников до кастинга тапочками на рынке торговали. В отличие от «Фабрики звезд» или «Последнего героя», участники «Дома-2» не пели, не танцевали, не добывали огонь трением. Они просто жили в телеке. И этого хватало, чтобы стать суперзвездами. Степана Меньшикова, Романа Третьякова, Ольгу Николаеву, «Солнце» знала вся страна, безо всякого преувеличения. Я даже вот до сих пор как-то помню их и могу даже прикинуть, у кого с кем какие были отношения. Их медийность была не на уровне Пугачевой и Путина, но где-то на предыдущей ступеньке. Им не нужно было корчить из себя интеллектуалов, как Соловьев. Или пытаться в юмор, как Норкин. Или пучить глаза, как чета Скобеевых. Ведь не важно, что ты делаешь. Спишь, ешь, целуешься, куришь, загораешь. Если ты этим занимаешься в телеке, то ты звезда. Тут надо напомнить телевизионным пропагандистам. Если вы считаете себя особо талантливыми, если думаете, что ваши ужимки и остроумные фразочки имеют какую-то ценность, расслабьтесь. Даже если вы просто будете читать с листа сообщения ТАСС, вас все равно будут смотреть. Так что, на самом деле, старайтесь вы зря. Телевизор — универсальный производитель звезд. Кем была звезда на входе, не имеет никакого значения. Но есть и обратная сторона медали. Звездой ты будешь только до тех пор, пока тебя показывают по телеку. «Дом-2» опять же показательный очень пример. Через проект прошло более 1000 участников, но конвертировать свою медийность во что-то существенное смогли от силы десятка-два. На одну известную Ольгу Бузову приходятся сотни людей, которые пока сиживали на лобном месте, могли гастролировать, продавать рекламу, мерч, книги, что угодно. Но едва только телевизор перестал показывать их, как они поедают бутерброды или лежат на солнышке, они сгинули в полной безвестности. В этом смысле телевизор — идеальный инструмент влияния. Технически телевидение — это такая же естественная монополия, как газ или железные дороги. Да, теперь вещание уже цифровое, оно не ограничено набором частот в руках у государства. Да, фундаментальных ограничений на количество вещателей больше нет. Каналов в телевизоре может быть сколько угодно. Но производство телеконтента остается очень затратным делом. Вот, например, мы. Мы время от времени пытаемся заниматься чем-то похожим с виду на телепродакшн на минималках. Сняли вот серию про Вторую мировую войну. Сейчас пытаемся снимать мини-сериал «Квартира», историю позднего Советского Союза и становления новой России. По количеству вовлеченных людей, арендованных площадей, изготовленных декораций, оплаченных командировок — это примерно масштаб городского телеканала, ну не знаю, там, Нижнетагильского телекона. Едва только вы начинаете заниматься чем-то подобным, деньги, если вы YouTube-канал, финансирующий сам себя, заканчиваются быстрее, чем вы успели даже их заметить. Единственный выпуск подобного спецпроекта обходится в среднем в 40-45 тысяч долларов. Ни один русскоязычный YouTube-канал не потянет такое чаще, чем раз в 2 месяца. Но это копейки в сравнении с настоящим ТВ-продакшеном. С павильонами по 1500 метров,
с декорациями в стиле «Мечта эпилептика», с профессиональным оборудованием, продюсерами на каждую задачу. У любого выпуска Соловьева только технического персонала. Водителей, охранников, монтажеров, операторов, звуковиков, распорядителей, отвечающих за гостей и массовку. Больше, чем на нашем канале работало людей за все время его существования. Телепродакшн всегда, в любой стране, это считанное количество огромных корпораций, чей бизнес полностью завязан на пару десятков рекламодателей. Потому что весь круглосуточный эфир надо финансировать очень ограниченным количеством очень дорогих рекламных слотов. И если вы не Procter & Gamble, не Nestlé или не Mars, если не производите массовые потребительские товары, которые можно продвигать на неограниченную аудиторию, то у вас нет ни потребности в телерекламе, ни рекламных бюджетов для федерального вещания. Как следствие, государство легко может взять телевидение под контроль. Всех владельцев телеканалов, всех ключевых рекламодателей можно собрать в одной комнате. Представьте, весь медийный рынок составляют 4 олигархов-владельцев и с десяток покупателей телерекламы, полностью зависимых от государства, как любой крупный бизнес. В такой ситуации можно кого уговорить, кого запугать, кого посадить, кому устроить проблемы или, наоборот, посулить фантастические доходы. С чем Путин успешно справился еще в начале нулевых. С тех пор каждый человек в телевизоре, от Владимира Соловьева до Павла Воли, госслужащий. Не существует никакого альтернативного телевизора. Он весь в руках государства. Государство может кого угодно сделать звездой и кого угодно разжаловать из звезд. И не будет над каждым из них оно стоять с дубиной. Каждый, кто работает на телевидении, не головным, но так спинным мозгом понимает, увольнение оттуда – это не просто потеря работы. Не будет такого, что ты перестал с телеэкрана приходить каждый вечер ко всей стране, но у тебя остались корпоративы, кино, спектакли, реклама, тренинги. Ничего похожего. Увольнение с телека – это как финал клана Сопрано. Просто перед титрами погаснет свет, и все. Через год после вылета с телека Соловьев не соберет и провинциальный ДК железнодорожников. Туда не будут специально звонить из ФСБ. Там просто едва ли вспомнят, кто это вообще такой. Вот вы помните Владимира Тишко? И мы с трудом тоже вспомнили. Хотя вел он самые разные передачи на множестве телеканалов, а в рекламных паузах еще и от кипячения нас отучивал. Поколение на нем выросло. Интересно, как он сейчас вообще? Давай погуглим. Так, Владимир Анатольевич Тишко. Жив. Это хорошо. Долг за электричество. В программе «Чрезвычайное происшествие» вышел сюжет о злостных неплательщиках за электричество. Как выяснилось, сам Тишко, задолжал 101 тысячу рублей. В 2016 году стал одним из героев 10 загубленных карьер звезд на телеканале ТВЦ. В ходе программы ее авторы утверждали, что многолетнее участие в рекламе стирального порошка предположительно погубило его карьеру. Ничего не происходит в жизни. Ну да, забыт. Что ж, вот мы хоть вспомнили. А вдруг он нас смотрит? Привет ему. Да. Ладно, все, поехали дальше. Люди, работающие в телевизоре, государству понятны и очень для него комфортны. Все, что у них есть, аудитория, положение в обществе, официальная зарплата и возможность побочных заработков, все это выдано государством под расписку с инвентарными номерами. Телезвезды об этом знают. Все, что у них есть, государство может забрать в любой момент. И об этом они тоже знают. Блогеры же государству чужды. И даже не потому, что говорят что-то не то. Блогеры просто классовые враги. Неважно, чем блогер занимается. Автомобили чинит, компы обозревает, о физике рассказывает или о кино. Владимир Сурдин это или славный Дружа Обломов. Важно, что аудитория блогера – это именно его аудитория. Люди смотрят его, сознательно жмут на плей и хотят его видеть. Они просто включают телевизор в пятничный прайм-тайм, а там уж как повезет – голос дети или вопли Соловьева. Блогер – враг не потому, что про войну и Путина плохо говорит, а потому что его нельзя уволить. У него нельзя ничего забрать, ведь ему ничего не выдавали. Неважно, лоялен ли блогер в конкретный момент времени или нет. Важно, что нет механизма, позволяющего обеспечить его лояльность. Он не связан с государством пуповиной, ее нельзя обрезать. Сегодня ему норм, он даже, может, и получает от государства деньги, когда хвалит Собянина или оправдывает пенсионную реформу. Но вот завтра начнется война, и ему разонравится. Или, скажем,
парк Зарядье он готов расхваливать, а мессенджер Макс уже нет. А потому что даже блогер, который много и с удовольствием берет деньги от государства, зависит не от государства, а от своей аудитории. Если государство перестанет ему платить, он утратит большого рекламодателя. Но если поссорится с аудиторией, то потеряет все. Человек в телевизоре сам торопится уловить малейшие изгибы генеральной линии. А нелояльного блогера придется сажать, если, конечно, он раньше не свалит из страны. И уедет он не побираться, он заберет все, что имел, в том числе свою аудиторию. Ровно эту проблему решает сейчас государство. Пытается сделать блогеров госслужащими. Потому что не должно быть медийных личностей со своей аудиторией и независимым заработком. И способы для решения этой задачи применяются самые разные. Если вы посмотрите на ВК-видео, то поймете, что это вообще ни разу не клон Ютуба. У ВК-видео есть то, чего на Ютубе нет, никогда не было и не будет. Там есть свой продакшн. По идее, это ж нонсенс. Площадка сама производит контент. Получается вшитый прямо в структуру конфликт интересов. Ваша ведь задача помогать аудитории и контенту найти друг друга. Чтобы у фрезеровщика и рыбака были разные подборки, именно по их интересам. Чтобы лектор по алгебре сразу попадался на глаза тем, кто интересуется алгеброй, а обзорщик Роллс-Ройсов собрал всех до единого 13-летних мальчиков. YouTube, Spotify, Facebook, Pornhub, TikTok, Instagram. У двух разных людей будут выглядеть эти сайты совершенно по-разному. Потому что так работают эти площадки. Дают аудитории то, что она хочет видеть. Дают авторам рост и заработок. В этом, собственно говоря, сила интернет-платформ. Только они могут быть телевидением для всех и каждого. Ни один в мире телепродакшн не может одновременно снимать и распаковку киндеров, и реконструкцию старого Лиаза. А YouTube, пожалуйста, может. Если же вы и размещаете, и сами делаете контент, то интерес у вас принципиально иной. Он в том, чтобы смотрели контент ваш собственный и партнеров. И на этом все клонирование YouTube заканчивается. Это уже не площадка. Чем бы зритель не интересовался, ему будут пихать Артемия Лебедева, Владимира Соловьева, Стаса Васильева и бесконечные потоки собственного ВК-юмора от племенных пород отставных КВНщиков. Если блогер не является частью их собственного и партнерских государственных продакшенов, он никогда не попадет ни в тренды, ни в рекомендации. Не соберет там аудиторию. Не сможет на ней зарабатывать. Потому что у хостинга задача другая – продвигать собственный контент. Каждый просмотр на обзоре ресторана от стороннего блогера – это минус просмотру Артемия Лебедева на очень глубоком обзоре мировых событий. И это не баг. Это сознательно так сделано. Именно таким ВК и задумывался, когда в его пользу принялись гнобить YouTube. Не площадкой, а телевизионным интернет-вещанием, где вы либо работаете на продакшене ВК, либо на Соловьев Лайв, либо вас не существует. ВК-видео — это сервис, где из блогеров можно уволить, где точно так же, как на телевизоре, все блага дает государство. Государство строит телевизионного масштаба студию, оно же платит зарплату, и, конечно, оно же определяет, кому, кого и сколько показывать. Сейчас многие, особенно Z-блогеры, делают неприятное открытие. Государству не нужны ни лояльные, ни верноподданные, ни лизоблюды, ни людоеды. С точки зрения государства между мной и самым верным сторонником Путина нет никакой разницы. Государству не нужны союзники, ему нужны сотрудники. Ему нужен условный Денис Дорохов, который теперь ходит в ВК просто на работу, получает зарплату и прекрасно понимает, от кого она. И отчетливо осознает. Ляпни он что-то не то, кислород ему закрутит просто за секунду. Такова архитектура ВК-видео. Либо ты госслужащий, либо нахрен идешь. Не будет тебе ни просмотров, ни внешней рекламы, ни внутренней монетизации. Совершенно логичный следующий шаг по той же дороге – полный запрет рекламы на всех негосударственных площадках. Вот как никакого альтернативного телевизора нет, так не должно быть и альтернативного интернета. Не должно быть такого места, где ты сможешь зарабатывать помимо государства. Хочешь аудиторию и деньги – становись госслужащим. Вместе с трудовой книжкой тебе выдадут аккаунт в мессенджере Макс и канал на ВК-видео. А не хочешь быть госслужащим? Показывай слайды семье и друзьям, они теперь твоя аудитория. Таков план и идеальный результат. И понятно, что в этом идеальном мире не может быть десятков тысяч блогеров, работающих на разные аудитории с тысячами разных рекламодателей.
Будет несколько сотен госслужащих, которые делают телевизионный контент для интернета в 2-3 продакшн-компаниях. Всякие выскочки с улицы тут не потребны. Неважно, что они собираются делать – научпоп рассказывать или Путина хвалить. Ни для того, ни для другого инициативники не годятся. Для того и другого будут специально назначены люди с правильным научпопом и верными словами для благодарности Путину. План, коротко говоря, в том, чтобы полностью свернуть башку благосфере, чтобы никаких денег, кроме государственных, в интернете не осталось. Очень показательно, что весь этот план заведомо предусматривает прижать к ногтю только тех, кто живет в контуре российского государства и по его правилам. Легальному рекламному рынку, работающему с малым и средним бизнесом, на этом полный капут. Очень удачно на фоне всеобщего кризиса. На этом заканчиваются рекламные доходы креаторов от любых легальных источников, заякоренных в России. Вся цветущая сложность, как любит говорить Екатерина Шульман, произрастающая в России последние лет 15, будет вынуждена уйти подальше от глаз российского государства. Но самая большая ирония в том, что план этот вообще никак не предполагает навредить нам, тем, кого российское государство выдавило уже очень давно, иноагентам, экстремистам и прочим хорошим людям. Вводимые ограничения никак не повлияют на растущий рынок рекламы VPN, иностранных банковских карт, недвижимости, разного рода миграционных программ и прочего подобного, что вы видите у нас в рекламе. Это все прекрасно взаимодействует с политическими блогерами. Индустрия монетизации контента в обход российского государства уже родилась, выросла и окрепла. Но с приходом новых авторов, с расширением списка тем для разговора, все станет еще лучше. Российское государство интересно в этом смысле себя ведет. Преследует оно вполне понятные политические цели, но не оставляет никакой опции под них хоть как-то подстроиться. Если уж государство занялось блокировками, то заблокирует нахрен все, чтобы интернетом вообще нельзя было пользоваться без VPN. Чтобы его были вынуждены поставить вообще все. Лояльные, нелояльные, вообще аполитичные, менеджеры, геймеры, пенсионеры. Все должны поставить VPN. Если оно решило разгромить благосферу, то не будет пытаться как-то разделить потоки, самых крупных приручить, самых подозрительных загасить. Просто всех напалмом выжжет. То, что государство действует настолько неизящными методами и превращает интернет в телевизор, не оставляет блогерам никаких вариантов, кроме как существовать вне и помимо российского государства. Вообще-то оно умеет отрезать кошке хвост по кусочкам и с перерывами на адаптацию. Но в этот раз собираются рубануть сразу. И каждому блогеру придется делать выбор. Либо сгинуть навсегда в ВК-видео и мессенджере Макс, либо перенести свое творчество и заработок за пределы, до которых государство может дотянуться. Почему государство разом добивает благосферу? Ну, в целом понятно. Но для предвыборного года загадка. Возможно, разгадка тут в том, что намерили себе совершенно аховых общественных настроений. В честь чего решили, лучше уж всех задолбать и закатать в асфальт, чем позволить спокойно бегать. Хорошо, если так. Хорошо, если ничто похуже. Сегодня у нас в конце ролика объявление. Потому что вместо рекламы я тут решил рассказать, как мы с Варламовым у себя в этих условиях рекламу продаем. И как вы можете присоединиться к этому делу, как блогер или как сейлс. Посмотрите, пишите нам и до завтра. 2 года назад в России запретили размещать рекламу у иностранных агентов. Сейчас что-то похожее случается с рекламой в Телеграме и Ютубе. Еще не произошло, но в процессе. Я бы хотел напомнить создателям контента, что мы с Ильей Варламовым уже 2 года как запустили, что-то типа рекламного агентства. Сначала мы взяли сейлзов, чтобы продавать рекламу у себя, а потом стали привлекать и других блогеров и продавать рекламу и у них. Блогеры это разные. У кого-то статус иноагента, кто-то по другим причинам не может работать с российским рынком. И вот чтобы и у них была возможность работать, и агентство это могло заработать, и сейлзы наши, мы сделали такую систему. Сейчас весь адекватный дискурс ушел в YouTube, потому что, в телевизоре ничего похожего не пообсуждаешь, на государственных платформах тоже. YouTube — это место, где люди создали полноценные телепередачи и шоу с хорошим качеством, продакшеном, огромными аудиториями. Модель существования у всех вполне понятная. Мы получаем доходы от ютубной монетизации, от пожертвований и от рекламы. И как 2 года назад, часть авторов сейчас может лишиться доходов. Мы с вами тогда потеряем какое-то хорошее медиа,
или политический аналитик с телеграм-каналом будет вынужден бросить это занятие. Давление через деньги довольно эффективно, особенно когда ваши ресурсы совершенно не равны. В общем, хочу позвать к нам в агентство блогеров и медиа, тех, кто хочет выйти на международные рынки. В агентстве работают 65 продавцов рекламы. Они ищут клиентов и сопровождают сделки, и сотрудничают с нами уже 36 авторов. Они не только иноагенты, это международный русскоязычный рынок, и он оказался делом довольно выгодным. Он дает больше доходов, чем какой-то другой. И не надо получать токены, платить рекламный сбор и мониторить прочие приколы Роскомнадзора. Агентство найдет для вас рекламных клиентов, на которых не распространяются российские законы, а ваша аудитория узнает о каких-то полезных им продуктах и сервисах. В описании я оставил ссылку на форму для авторов. Туда же можно написать, если вы автор крупного канала и хотите обсудить это все лично со мной. Я поделюсь опытом с удовольствием. Если вы хотите продавать рекламу, быть сейлзом, то тоже приходите. Мы принимаем людей инициативных, с опытом холодных продаж. Плюсом будет умение вести переговоры на иностранном языке, понимание специфики работы с крупными клиентами и способность анализировать рынок и находить неожиданные решения. По оплате потолка нет, сейлзы получают проценты от сделок, причем большие. Присылайте резюме по ссылке в описании и добавьте короткий рассказ о своем опыте.